Вот в этом комплекте препаратов, идущем вместе с микроскопом, вот есть один из препаратов, это написано «глаз домашней мухи». Наверное, это просто расплющенный глаз, но тут вот над ним торчит какая-то щетинка. Вот. Сейчас рассмотрим ее подробнее и посмотрим, будет ли дрожать изображение с более сильными объективами, чем объектив А, который стоит сейчас. Вот та же щетинка с объективом Б. Ну вот я увеличиваю резкость, двигаю столик. Ну, при этом, конечно, может быть, немножко шевелится, я же его шевелю, да? Но в целом изображение не дрожит. Посмотрим другой объектив. Объектив С более сильный. Так, ну есть еще более сильный объектив. Объектив М. Посмотрим и его. Сейчас поле зрения 0,2 миллиметра. То есть вот весь экран от края до края это 0,2 миллиметра, 200 микрон. Как трогаю, он, конечно, шевелится, дрожит, но позволяет двигать. Но как только опускаю, тряска прекращается. Так, что я сделал? Во-первых, платформа микроскопа стоит на резиновых ножках. Вот они тут. Я заметил, что они, может быть, не одинаково выступают. В общем, они не одинаково все нагружены. И подложил под одну ножку кусочек стали толщиной полмиллиметра. Но это только начало. Во-вторых, стойка микроскопа крепится к основанию вот этими 4 винтами. Они с самого начала были нормально затянуты, но можно еще подтянуть на несколько градусов. А для любителей радикализма можно, прежде чем их подтянуть, открутить стойку и посадить ее на клей. И затем затянуть винты. Так, кстати, хочу сказать, что этот светодиод был не закреплен ровно. Он стоял косо. Здесь есть у него две скобы. Он был зацеплен только за одну. Посмотрите, может быть, у вас тоже стоит поправить его. То есть откручиваете эти винты и поправляете его на 2 скобы. Так, ладно. Сказал про ножки, сказал про эти винты. Что дальше? Вот это крепление столика. Оно играет малую роль. И не советую его сильно затягивать, потому что там это всего лишь поджимает пластмассовую резьбу вот к этим колесам, к железной шестерне, пластмассовую зубчатую рейку поджимает. Тут важно вот эти винты. Смотрите, здесь был зазор. Зазор был примерно как вот здесь. Вот тут все болтается, да? Я туда поставил, вырезав из такого же металла, полоску, просверлил под 2 отверстия для этих винтов и забил туда. Полмиллиметра толщина. Ну, если возьмете тоньше, 0,45, который часто используется в кровельном деле,
0,45 еще лучше подойдет. Вот сюда вставьте, мне пришлось даже забить со смазкой. И вот затянул просто руками, без отвертки. И все, крепко. Ну и все. Будет у вас, перестанет у вас дрожать микроскоп, совершенно перестанет.